Всем привет! Немного расскажем о наших террариумах с распашными дверцами. Вот так они выглядят. Это кубик 30 нашего изготовления, миниатюрный такой, это минимальный размер для терра с распашными дверцами. Мы делаем террариумы на заказ, ссылка на группу ВК в описании. Также мы выставляемся на рептилиуме в Санкт-Петербурге. Вы можете найти нас там, увидеть все вживую. Пока вот, правда, только в Петербурге. В Москву нам все как-то что-то не собраться. Этой зимой мы там снова будем, так что приходите оценить качество вживую. Ну и, конечно, можно получить наш террариум бесплатно. Участвуйте в нашем конкурсе на YouTube. Там, кстати, целых 3 призовых места. Все по-честному. Розыгрыш уже совсем скоро. Мы его проведем на наш юбилей 10 тысяч подписчиков. А у нас уже вот-вот почти. Вот ссылка на видео с нашим конкурсом. Мы там говорим об условиях участия, но они очень простые. Эти террариумы уже немного побольше, 30 на 30 на 45 в высоту. Но функционально все тоже. Замок, распашные дверцы. Это упоры для дверок, нижний, верхний. Здесь у нас широкая вентиляция. Вентиляция может быть любой ширины, в зависимости от того, насколько влажный терр вам нужен. Также тут у нас отверстия для форсунок. Отверстия мы делаем тоже любого диаметра, в любых местах. Также здесь у нас сделаны высокие ножки. Такие ножки мы делаем для нижнего обогрева, когда терр планируется под обитателя, которому нужен нижний обогрев, термошнур или термоковрик. Высота наших ножек 9 мм, это расстояние от поверхности, на которой стоит терр, до дна терра. То есть под это дно можно установить обогрев любой термошнур или термоковрик. Все туда пройдет. Это горизонтальный вариант 55 на 35 на 35 сантиметров, тоже на ножках высоких. Ячейка сетки вентиляции 1 мм. Такой терр подойдет для многих змей, так как ячейка 1 мм пропускает достаточно воздуха и не препятствует, не снижает проходимость световых лучей. При этом держит достаточный уровень влажности при небольшой ширине верхней вентиляции. Такие вот отверстия мы делаем исключительно для проводов, они ни к чему не обязывают, то есть не нужны заглушки, можно впоследствии их использовать или нет. Опять же, наши ножки 9 мм. Дверки у наших терров не гремят в закрытом состоянии. У нас тут специальные уплотнения. Вот такие. Здесь щель побольше, чем во влажных террах, но смотрится более чем прилично в сравнении даже с некоторыми всем известными брендами, которые мы не будем называть. Еще более горизонтальный вариант 60 на 45 на 30 в высоту. Опять же высокие ножки и миллиметровая сетка. Немного подробнее расскажу о ножках. Здесь металлическая обшивка, но ножки пластиковые. И сам терр опирается на пластик, и пластиком же соприкасается с той поверхностью, на которой стоит, чтобы ее не поцарапать, не повредить. Отверстия для проводов в профиле вентиляции и отверстия для шлангов в стекле. Дверки у нас всегда четко, плотно прилегают к упорам. Вот, вы видите. Это уже побольше размера 60 на 45 на 40 и 50 на 50 на 35. Миллиметровая ячейка спереди. И сверху. А здесь ячейка 0,4 мм, то есть терр более влажный. Верхняя вентиляция поуже. Так, тоже мелкая ячейка, чтобы терр хорошо держал влагу. Такие влажные терры у нас заказывают под флорариумы и лягушатники.
Это вертикальный вариант 45 на 50 на 80 в высоту с широкой вентиляцией. Это тер под хамелеона, им нужен больший ход воздуха. Нижняя вентиляция тоже расширенная, миллиметровая ячейка. 9 мм ножки под обогрев, хотя хамелеонам нижний обогрев не нужен, но зато можно впоследствии использовать тер для кого-нибудь другого, то есть он получается более универсальным. А это уже крупногабаритный террариум 60 на 45 на 90 в высоту. Он уже изготавливается из более толстого стекла. Здесь у нас дополнительное уплотнение для биоактивного заполнения, частью которого являются очень мелкие насекомые, чтобы они не вылезали из тера. Ну и, естественно, очень узкие щели и ячейка 0,4 мм. Такую же систему мы используем в лягушатниках для мелких лягух, которые питаются дрозофилой. У нас часто заказывают террариумы под древолазов, и мы обеспечиваем таким образом непроходимость мухи. Верхняя вентиляция очень узкая, это очень влажный флорариум. Кстати, терры наши изготавливаются из нержавеющих материалов, что позволяет их использовать под такие очень влажные вещи. А этот терр еще больше, 90 на 45 на 90. Он наоборот сухой. Здесь ячейка сетки очень крупная, 4,5 мм. Сверху тоже отверстие для коммуникаций. Дверки наши работают точно так же хорошо, как и в маленьких террариумах. Здесь высокие ножки под нижний обогрев, их целых 6, чтобы обеспечить распределение массы. Потому что терра получается реально тяжелый. Ставьте лайки, подписывайтесь, участвуйте в нашем конкурсе и приезжайте на питерский рептилиум этой зимой. Пока-пока!